Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Миртоглу турецкие узоры. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки. Цвет у меня красивый, цвет морской волны, хотя на камере он выглядит как голубой, и это меня очень расстраивает. Цвет такой вот зеленоватый, видимо, освещение, наверное, не такое, как нужно. Ладно, значит, эти тапочки полностью связала спицами, все связаны платочной вязкой. Подошва, боковые стороны, все платочной вязкой, все лицевыми петлями. Здесь у меня застежечка, это тоже все вяжется вместе. Начинала вязать от задника. Размер 36-37 у меня получился. Если вам нужно будет больше размер, увеличим длину подошвы, когда я буду вязать на пару рядков. Ну и, соответственно, здесь высоту. Вперед таким же останется, а вот высоту подъема будете прибавлять. Значит, или же я использовала, например, ниточки, как всегда, акрил в 100 граммах 250 метров у меня, спицы номер 2,5. Вы можете толщину ниток взять другую, потолще выбрать, и спицы номер 3. И если потолще будут нити, то автоматически на один размер увеличится. Ну, в общем, как-то вот так сориентируйтесь. Значит, что теперь дальше? Ну, начнем. Круговые спицы нам понадобятся и обычные спицы, крючок для поднятия петель. Значит, сейчас начнем вязать с задника. Наберем обычным способом, я наберу 40 петель и провяжу где-то сантиметров 7 заднюю часть. Все лицевые, все ряды будут лицевые. Ну, все, думаю, знают, как вязать лицевые петли и как набирать эти... Господи, петли как набирать. Набираем петли, провяжем все платочной вязкой нужную высоту задника. Так, все вяжем платочно. Я это дело уже провязала, чтобы это все было побыстрее. Смотрите. Вот такое вот у меня получилось, значит. Теперь, что мы сделаем? Это у меня будет вот эта вот задняя часть. Разделим на 3 части. У меня было 40 петель, средняя 14, и по краям я оставила 13. И теперь будем закрывать как пятку. Я буду закрывать изнаночными петлями по 2 вместе. По 2 вместе с каждой стороны. Так, средние 14 провяжу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ай! Теперь она 14. Я ее перебрасываю. И 2 вместе провязываю лицевой с изнаночной стороны. А с лицевой стороны буду провязывать изнаночной. Так будем вязать, пока вот не закончатся все вот эти вот петли. Закроем. Закроем как пятку. Понятно, да? Давайте вяжем все лицевыми. Закрываем по 2 петельки с каждого края. Закроем все вот эти вот петли. Я к вам вернусь. Закончила я убавлять петли. Провязали вот такую вот пяточку. Теперь вот здесь 2 последние вместе провязала. Здесь одна осталась. Теперь буду набирать петли. Сделаю подъем. Вот этот вот подъем сделаем на тапочек. Высоту. Я наберу 12 петель. Под 2 дужками вытягиваю петельку. Можно сразу спицей делать, кому как удобно. 2, 3, 4,
4. Опять же, ориентируйтесь по толщине своих ниток, по своему размеру. У кого-то может быть чуть меньше петель, у кого-то чуть больше. Подъем этот вот получится. Так, я набираю 12 петель. Набрала, теперь возвращаюсь обратно, переворачиваю вязание. Возвращаюсь обратно, буду вязать лицевыми петлями до конца. И также наберу с этой стороны. Первую снимаю. Все вяжем лицевыми петлями. Провяжем до конца лицевыми и наберем на той стороне также петли 12. Набрали с обратной стороны, с противоположной стороны 12 петель. Теперь все провяжу лицевыми до конца ряда. Первый ряд все провяжу лицевыми. И со следующего ряда буду с каждой стороны этот подъем сокращать. В каждом лицевом ряду по одной петельке буду убирать. Вяжем все лицевыми, дойдем до конца. Провязала до конца ряда. Значит, в конце ряда я буду убавку делать с изнаночной стороны, а в начале ряда я буду делать ее с лицевой, потому что здесь ряд только был начат, а здесь уже один раз провязан. Так, мы вяжем все лицевой, поэтому по 2 петельки. Первую сняла. Следующие 2 вместе. Все, до конца вяжем лицевыми дальше. У меня получилось 38 петель. Буду убавлять по одной. Значит, сколько я убавила? Ширина у меня этой подошвы получилась 8 сантиметров. Количество петель называть не буду, потому что у каждого разные нитки могут быть, разный метод вязания. Поэтому вот где-то 8 сантиметров ширина этой подошвы у меня останется. Так, довязываем до конца лицевыми петлями. Лицевая сторона. Первую снимаю. Следующие 2 провязываю вместе. Все. До конца ряда вяжем все лицевыми. И опять же также с изнаночной. Первые 2 я провяжу вместе. Дойду до конца, переверну вязание. И первые 2 буду сокращать. Ну, после кромочной первые 2. Все, вяжем все лицевыми. Сокращаем по одной петельке. Дойдем до 8 сантиметров я сделала, но вы опять же ориентируйтесь по своей нитке, по своей ширине подошвы. Может, у кого-то будет 7, может, у кого-то 9. Вот, примеряйте. Вот смотрите, вяжем так лицевыми до конца. Вот этот вот наш подъем, я его буду сокращать. Вот он потом немножечко должен выходить. Вот она ширина такая. Немножечко сюда заходить на подошву саму. Кверху немножечко заходить. Буквально на полсантиметра. На сантиметр, на полсантиметра. Так что давайте сейчас сократим до нужной ширины. Ну и в принципе сократим. И дальше будем вязать все платочной вязкой до мизинца. Все ровным полотном. На мизинце сделаем, после мизинца сделаем сокращение несколько штук. Закроем подошву, потом будем обвязывать. Так, вяжем, сокращаем, я к вам вернусь. Что я сделала дальше? Значит, сократили подъем. Платочной вязкой довязали до начала мизинца.
И здесь по одной петельке, так же, как я сокращала подъем, буду сокращать мысок. У меня всего в ширину 26 петель, я сокращу до 16. Вы опять же ориентируйтесь по своему мыску. Так, значит, что мы теперь делаем? Сокращаем. Также первую сняла, 2 вместе. И до конца ряда иду лицевыми. И в конце ряда точно так же провяжу 2 вместе. Изнаночный ряд провяжу как он есть, без сокращений. А по лицевой стороне по 2 петельки сокращу, закрою. У кого-то 13, у кого-то 12. Опять же, от толщины вашей нити. Сократим петельки, закроем петли. И будем потом обвязывать. Так, доходим до конца. Две вместе, лицевой, последняя, как обычно, изнаночной. Все, перевернули. Следующий ряд изнаночный вяжу все лицевыми, без сокращений. В лицевом ряду опять 2 вместе провяжу. Все, довязываем, сокращаем наш мысочек. Закончили сокращать мысок. И начинаем закрывать петли. Сразу отметим серединку, поставьте маркер, чтобы потом с каждой стороны было одинаковое количество петель. Ну, так будет легче. Закрываем петли. Маркера нет, можете просто ниточку привязать. Так. Все, закончили. Отрезали. Так. Теперь, что мы теперь будем делать? Теперь идем в начало. Сейчас по всему тапочку, вот так вот по всему тапочку будем набирать петли. Вот по 2 дужки набираю петельки, чтобы с каждой стороны было одинаковое количество петель. Наберем петельки и провяжем 2-3 ряда платочной вязкой. Сейчас посчитаю, сколько тут у меня было. 1 был наборный, 2, 3, 4. 1 наборный, 1 обратно, 1 туда и 1 еще обратно. В общем, без наборного ряда получается 3 ряда провяжем. Но если вам нужен пошире тапочек, то можно и 4, и 5 рядов провязать. В общем, ориентируйтесь по ширине своей. Так, вот так вот. Понятно, да? Набираем петельки. Обратный ряд вернемся лицевыми. Все по одной. Так, понятно все. Набираем, девочки, полностью петельки и обратно возвращаемся лицевыми. Набрала это все на круговые спицы. Первый ряд был наборный, обратно мы вернулись лицевыми петлями. И сейчас провяжу 2 ряда лицевыми провяжу. Вот так это выглядит
фас профиль с изнанки, с лица. 2 ряда провяжем лицевыми, а потом буду с узелки узор делать. Так, сейчас у нас изнаночная здесь. Теперь 1 ряд лицевой и обратно я вернусь лицевой. Если нужно чуть повыше, значит провяжите еще пару рядов тогда. Все, идем все лицевыми вяжем. Сейчас я провяжу 2 ряда и к вам вернусь. Все. Вяжем до конца все лицевыми. Провязала я 3 ряда лицевой вязкой платочной. Теперь подключаю белую ниточку. Вот привязала я ее уже здесь. Дальше что буду делать? Первую провяжу, закрепить ниточку. Значит, из одной петли вывяжу 3. Раз, 1 накид, 1 провязали. 3, 1 сняла, 1 провязала, 1 накид, 1 провязала. Так, 1 сняла, 1 вытащила, 1 накинула, 1 провязала, сняли, 1 снимаем не провязанная. И так до конца ряда. Из одной петли 3, 1 снимаем. Из одной 3, 1 снимаем. Раз, 2, 3. Вяжем так до конца. Вяжем до конца ряда. Изнаночная сторона. По изнаночной стороне не провязанную петлю снимаем не провязанной. 3 набранных провязываем вместе лицевой. Нитка идет впереди свободно, не натягиваем ее сильно. Снятую петлю так и снимаем, не провязывая. Узелок из 3 петель белого цвета провязываем лицевой. Да что такое, не могу захватить, ну. Так, и так до конца ряда. Все, первый ряд узелков закончили. Последняя провяжу ее изнаночной. Теперь следующие 2 ряда провяжу основной нитью лицевыми. Первый ряд лицевой и второй ряд изнаночной лицевой вязкой, не платочной, а чулочной. Вот, постоянно их забываю. Все петельки лицевыми и обратно вернусь изнаночными. И следующий ряд желтым цветом вот я провяжу опять узелками. Так, вяжем все лицевыми, возвращаемся изнаночными и провяжем еще 1 ряд узелки.
Ну, у меня желтые, вы можете красные взять, кому как хочется. Так, чтобы было весело, подбирайте ниточки. Вот так вот, вот они. Поправим их, расправим все. Вяжем все лицевыми. Так, ну все, что тут показывать больше нечего. Довязываем лицевыми, возвращаемся изнаночными. Ряд узелков желтых, и я к вам возвращаюсь. Закончила я вязать узелки. После узелков провяжу 2 ряда лицевой вязкой. Теперь что делаю дальше? Вот такой вот даже получается. Находим середину. Значит, начну вязать мысок. У меня получилось нечетное количество петель, поэтому я мысок начну вязать с 13 петель. Потом добавлю еще по 2 петельки. Вы опять же смотрите по своему размеру. Может быть, у вас будет 10, может быть 14. Кому как удобно. Мысок буду вязать также платочной вязкой. Вот выделила средние петли на мысок. С краю по методу пятки буду закрывать по 2 петельки. Также все вяжу лицевыми петлями. Кому нужно будет делать прибавки, можете добавить. Кому нет, можете вот так, как начали мысок, допустим, с 12 петель, с 14, так и продолжаете вязать до самой застежки. Значит, я не довязала 19 рядов и начну делать эту застежку. Сейчас я замерю в сантиметрах, сколько это будет. Последнюю петельку провязываю вместе. С боковой спицы 1 и с мыска 1. Вместе провязываю изнаночной. Все, а с лицевой стороны в конце 2 вместе провяжу, с изнаночной стороны 2 вместе провяжу лицевой. Довязываю до конца. Последняя петелька. Перебрасываю. И 2 вместе лицевой. Все, подтягиваем это, чтобы дырочек никаких не было. Все, и так дальше. Вяжем все лицевыми. Вяжем наш мысок. По мере необходимости можно сделать прибавки, как я уже сказала. Так, последняя. Теперь сейчас я сделаю одну прибавочку. Сделаю ее, наверное, да не наверное, это как делала. Так, первую сняли. Да вот с нижнюю подниму, чтобы ее не так заметно было. Нижнюю петельку подняла, провязала, подтянула. Все. Вот так вот я сделаю в этот раз прибавочки. Дырочек ничего не образовывается. Так, вяжем до конца. Сейчас я найду свой сантиметр. Так, смотрите, сколько оно у меня здесь получилось. Вот где-то 5 сантиметров. 5 сантиметров не довяжем. Вот здесь 5 сантиметров не довязывая. Ну, опять же, ориентируюсь по толщине. Можно сделать ее поуже. Как хотите. Можно еще пошире сделать застежку. Тогда 3 пуговицы поставить, например. Это дело вашей фантазии.
Значит, у меня здесь 5 сантиметров. Это было, по-моему, 19 петель у меня. В общем, вяжем платочной вязкой. Не доходя 5 сантиметров до конца, я к вам вернусь. Провязала я нужную мне длину мыска. Теперь буду делать застежку. Значит, последняя петелька, которую мы закрывали на мыске, я ее провяжу лицевой. 2 вместе провяжу лицевой. Разворачиваюсь. И все петли с боковой спицы провяжу до конца лицевой. И обратно тоже вернусь лицевой. Платочной вязкой. У меня 19 петель получилось. Вы ориентируйтесь по своей толщине, как я уже говорила, ниток, по своему размеру. Вяжем до конца лицевой и обратно вернемся до конца лицевой. По изнаночной стороне вернулись тоже все лицевыми. Дошли до последней петельки. Эту петельку и петельку с мыска провязываю вместе изнаночной. Соединяем застежку и мысок соединяю. Развернулась. Первую снимаю. И опять все до конца вяжем лицевой. Возвращаемся по изнанке тоже лицевой. Все платочной вязкой, все лицевыми петлями я вяжу. Последние 2 петельки по изнанке буду соединять вместе, провяжу изнаночной петлей. С лица это будет лицевая. Развернулись. Все лицевыми. Вяжем до конца все лицевыми. Дошли до конца, до последней петельки. Петельку, вот последняя не провязанная, перевожу ее на эту спицу. 1 петелька с мыска, 2 вместе изнаночной. Все, соединили. По лицу у нас будет вот такая вот косичка. Значит, вяжем так до середины. У нас была застежка на этой тапочке на правую сторону смотрела, а здесь мы сделаем сейчас на левую сторону. Значит, эта сторона у нас будет на пару петелек немножко больше, но это я вам потом покажу. Сейчас что мы делаем? Вяжем, соединяем по 2 петельки, одну с боковой стороны, одну с мыска, довяжем до середины. Я к вам вернусь. Я довязала до середины. Закрыла вот петельки, косичка такая получилась. Теперь что я сделаю? Возвращаюсь обратно. Немножечко уголочек, край закруглить нужно. Поэтому я пару раз по 2 петельки закрою с краю. Последнюю провяжу как обычно. Эта часть у нас будет нижняя, которая будет находиться под пуговичная сторона. Под низом она будет находиться. Вяжем все лицевыми до конца. В конце ряда никаких сокращений мы не делаем. Следующий ряд еще раз провяжем лицевыми. В конце 2 петельки провяжем вместе, закруглим немножечко уголочек. И все, и закроем эту сторону. Обрежем нить, потом пойдем вязать также вторую сторону, только, да, в принципе, так же. Только с другой стороны начнется это. Так.
Еще один ряд я провяжу. Провяжу лицевыми. В конце предпоследние 2 закрою. Так, вяжем лицевыми. Довязала я ряд до конца. Предпоследние 2 закрыла вместе. И буду закрывать петли. По изнанке закрою петли. Лицевыми буду закрывать обычным способом. Так, что тут косичка у нас, чтобы не нарушилась. По 2 петельки закрываем. Все, закрываем так петли до конца. Сильно не затягивайте. Закрываем. Закрыла я петли. Смотрите, последняя петелька. Ее сразу вот можно вот здесь вот примонтировать, чтобы она... Сейчас я чуть не выскочила. Вот так перегнуть. Вот. И здесь сразу подвяжите ее и обрезать ниточку. Да вот за нижнюю. Так вот. И еще пару раз. В общем, подвяжите эту петельку. Все. Обрезаем. Переходим к следующей половинке. Следующая часть. Теперь я начну вязать вот с этой стороны. Там я ниточку обрезала. Сюда подключим. Все вяжем лицевыми. И последнюю петельку, одну последнюю со спицы и одну с мысочка будем провязывать вместе лицевой. Все точно так же, только вот начинаем с этой стороны. Понятно, да? 2 последних вместе провяжем лицевой. На последнем ряду, когда будем заканчивать, точно так же с этого краю 2 петельки сократим, чтобы закруглить уголочек. Провязали всю эту сторону, дошли до последней петельки. Ее вместе с петелькой с мыска провязываем вместе лицевой. Развернулись и идем обратно все лицевыми. Точно так же, как мы вязали эту сторону. Так довяжем, пока не закончатся у нас вот эти вот петли со спицы с мыска. По 2 по лицу закрываем, лицевой провязываем 2 вместе. Вот они. Начинаю я вязать последний ряд. Последнее у меня будет сокращение внизу, соединение вместе с мыском. Я сразу в этом ряду первые 2 петельки провяжу вместе. Кромочную сняла 2 вместе. Следующие все вяжем лицевой. Все до конца провяжем лицевой. Последние 2 вместе и по изнанке
Также провяжу 2 вместе после кромочной. С 2 сторон закруглю, уголочки эти срежу немножко. Вот. 2 вместе лицевой. Все, закончили. Первую сняла. 2 вместе лицевой. Так провяжу еще один ряд и закрою петли. Все. Давайте довяжем эту половинку. Провязала я эту половинку, закрываю петли, последний ряд. Здесь получается, что на 2 ряда, когда довязали до середины, потом делаем с каждой стороны по убавке, и получается, что мы на 2 ряда провязали больше. Вот они друг на друга находят немножечко. Если будете делать петельки, можете заход сделать побольше, тогда провязать не до середины, а чуть больше. Я пуговицы прошила наглухо, поэтому как раз все, вот, все совпадает. Можно сделать, провязать не до середины, а вот немножечко сбоку, асимметрию такую сделать. Застежка получится вот здесь вот, тоже будет выглядеть хорошо. Так что вот как хотите. Хотите до серединки, хотите до боковой части. Так, закрываю петли. Тапочек обвязала самым простецким узором. Крючок у меня минимум узоров на крючок, поэтому... Так, что мы сейчас, не буду 2 раза. Ножницы тупые какие. Так, что тут у нас уголочки? Опа. Ну вот. Такие вот уголочки. Сейчас это все дело обвяжем. Так, откуда будем делать обвязку? Обвязку начнем. Вот с этой стороны вот делать, да? Сначала я здесь шов проложу. По этой стороне будет у меня шов такой. Так, что я сделаю? Немножко меня отвлекли. Вот с изнанки ниточку вытащила. Вот ее захватываю. Вытягиваю на лицо. Вот так вот шов прокладываем. Вот эта вот косичка у нас была, которую мы соединяли мысок с боковой частью. Вот в каждое звено я ввожу и прокладываю шов. Для чего это нужно, потом поймете. Что потом легче было провязать. Кто знает свои способы обвязки, обвяжите своим способом. Я вот так вот сделала. Что на ум взбрело, будем говорить так. Вот так вот. И теперь, так, вот последняя. У нас заходит сюда. Обвяжу весь тапочек крючком. Сейчас, если турчанки смотрят, скажут: ой, какая неумеха. И крючок она держит не так. И это не так. Да, у нас русские по-другому держим и спицы, и крючок мы по-другому держим. Поэтому, ну, кому как удобно. Главное, чтобы результат был налицо. Все. Значит, по всему весь тапочек полностью вот закончим вот здесь. И также закончим этим швом. Дойду крючком до сюда, потом опять же проложу шов.
Чтобы верх не был сильно растянутый, провяжите вместе по несколько петелек, подсобрать его немножечко, чтобы эта обвязка не выглядела сильно растянутой. Ну, конечно, после всей работы тапочек желательно отмочить, расправить, разложить, и тогда он будет иметь товарный вид. Ну, он и так имеет хороший вид. Ну, так вот. Можно и так вообще-то было бы оставить. Ну, я еще вот такие, как и сказать, завитушки сделала. Обвяжем вот по кругу обвяжем. Я к вам вернусь. Обвязала я тапочек до разъема. Теперь также проложу шов. Ниточка у меня под низом идет. Вот начинается косичка, которую мы соединяли. Ниточку захвачу. Вот вытянули ее. Опять ввели. Ниточку захватили. Вот так вот. И так до конца. Можно обратно даже рачьим шагом каким-нибудь вернуться. Но я нить обрежу и обвяжу цепочкой, кружавчиком таким, как я его называю. Сейчас уже доделаю. Видео не хочу устанавливать. Так, вот так вот. Это мы потом протянем все наизнанку. Все заделаем. Угу. Ну, в принципе, знаете, можно это так и оставить, кто хочет, кто не хочет заморачиваться. Ну, я решила позаморачиваться. Так, теперь что дальше? Теперь начну вот отсюда. Вот эту вот красоту, что я делала. Так, этот хвостик потом запрячу. Сейчас по-быстренькому. Так, закрепить. Раз, два, три. Так, это первая, вторая, третья. Протянула. Опять раз, два, три петельки. Раз, два, три, в третью. И так обвяжу весь тапочек. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь я подхватываю этот шов наш, а здесь уже буду подхватывать крайние две дужки. Раз, два, три. И так до конца. Вот такой кружавчик получится. Ну, а вы, как знаете, можете обвязать. Раз, два, три. Раз, два, три. В третью. Закрепила ее.
Раз, два, три. Все. И опять так же само. Вяжем, девочки, обвязываем наш тапочек. Вот, это у нас пойдет под низ, а это пойдет потом наверх. Довяжем до конца, обвяжем. Дошли мы до второй половинки. И точно так же подхватываем теперь под шов 3 воздушных петельки. Раз, два, три. Протянули ее через петельку, закрепили. Раз, два, три. Ой. Третью петельку. Раз, два, три. Все, на этом заканчиваем. Пришьем пуговички. Кто как хочет. Хотите наглухо, хотите застежкой делайте. Петельки делать не нужно. Просто спицей хорошо раздвинуть петли. И пуговичка свободно пройдет. Так, это такое. Спрячем это наизнанку потом. Так, вот 2 половинки. Значит, что теперь? Этот смотрит сюда, а этот у нас будет смотреть сюда. Все, улетела пуговица моя. Вот так вот. Я наглухо. Пришьем 2 пуговички. Все, вот такой тапочек получился. 7, девочки, легких петелек. Что будет, кому непонятно, спрашивайте. Вроде бы тут все просто, вроде бы все объяснила. Спасибо всем за просмотры. Кто не подписался, подписывайтесь. Что-то мало у меня подписчиков. Это все способствует продвижению канала. До новых встреч. Увидимся. Всем здоровья, мира, добра.